А он говорит, а я смогу сделать вес? Я такой, о! Интересно, он мне шапку подарит? Хабиб Нурмагомедов, они так мучаются. Начал кричать на нас, вы что, не уважаете других? Джафар говорил, что я не скину, Джафар, я скину. Хорошая шапка, Украина, все спрашивают, ты с Украины? Как дела, братуха? Всем привет, это Александр Лютиков, и у меня для вас вторая часть истории о Хабибе Нурмагомедове от его первого тренера в Америке Мурата Кештова. Кто не смотрел первый выпуск, найти его легко у меня на канале. Обязательно подписывайтесь, так у меня появится стимул делать видео чаще. UFC. UFC, шапку даже подарили UFC. А ты говорил, ты UFC хотел, вот как раз. Отлично. Все нормально. Отлично. Как номер тебе? А? Номер как тебе? UFC? Номер сами посмотрите. Понял. На 19 этаже. А ну, здесь посмотрим, что там у нас. Что за вид, да? А, вот где будет здесь бой у нас. Бриджстон Арена. О, прямо. 20-тысячник. Что, будем покорять? И натуру вид, да? Красивый вид. Что, пацаны, тренируйтесь здесь. И все. И все. Январь 2012-го. К тому моменту в UFC 6 лет не выступали и 10 лет не побеждали бойцы из России. Хабиб Нурмагомедов приходит в UFC после 16 побед в 16 боях, но никто особо не понимает, насколько он готов к выступлениям в лучшем промоушене мира. На его победу в бою с Камалом Шаларусом букмекеры дают коэффициент 2. Но тренер Кейдоджи Мурат Кештов сразу увидел, Хабиб приехал в Америку уже готовым к UFC. Всегда удивлялся физике и выносливостью Хабиба. То есть у меня Рустам Часиев здесь один из лучших граплеров в мире. А Хабиб с ним как бы две разных весовых категории. Рустам 84. 84, да. И они на равных боролись. Меня это удивило, как мощно так боролся, хорошо, крепко, еще физика хорошая. И еще лучше у него выносливость, очень хорошо дышал, выносливость. То есть он приехал в Кейдоджи уже готовый был, его отец хорошую работу сделал. Просто многие не понимают, что все это не получится сделать за 2 месяца. Даже за год не получится это сделать. Это надо иметь с детства. То есть я могу подкорректировать много чего. У меня хороший глаз на бои, я вот знаю, кому что надо. Я вот это все. Но если ты такой с детства, ты так воспитан, тебя так поднимали, это огромное преимущество будет. Гонорар Хабиба за первый бой $8 тысяч за выход, плюс 8 тысяч в случае победы. Еще можно зарабатывать на рекламе, но здесь Нурмагомедов удивляет всех, даже своего менеджера. Вместо бейсболки, которая принесла бы ему дополнительные $1500–2 тысячи, он надевает папаху. Тогда в UFC можно было рекламировать сторонних спонсоров. Все вы были в бейсболках, и только Хабиб вышел в папахе. Он же не заработал денег чуть-чуть из-за этого. Ну, как, по крайней мере, он мне говорил, что можно было чуть больше денег заработать, если еще и кепку надел бы. Некоторые вещи стоят больше, чем деньги. То есть это для него дорогая тема, шапка, папаха. Я помню, мы на взвешивании, на сцену, и я, и он были на взвешивании UFC. И Дэна Уайт, и он в папахе. Дэна Уайт кричит ему: сними парик, сними парик. Я ему говорю, это не парик, это традиционная папаха, шапка для нашей культуры. То есть, а сейчас уже, видишь, все привыкли, что это такое, и все уже знают. Александру С. И надо будет уточнить у Александра Сарнавского, вдруг это он. Фрукты. Как настроение, Крис? Перед боем Хабиб даже разминается в папахе, потом надевает ее на Кештова. Большой загадкой в тот момент была ударная техника Хабиба. Самое опасное и тогда, пожалуй, единственное оружие Нурмагомедова в стойке – резкий удар с левой руки. Как можно расслышать, один из вариантов он подсмотрел у Грея Мейнарда, на тот момент одного из сильнейших легковесов мира.
Удар с левой сработал уже на 4-й минуте боя. Нурмагомедов отправил Шаларуса в нокдаун. В 3-м раунде Шаларус сдается от удушающего, а Хабиб говорит: Спасибо всем, особенно теннисе. Мне очень понравилось здесь. 3 дня здесь было, еще хочется 3 года побыть. После боя Хабиб и Кештов гуляют по Нэшвиллу и обсуждают, откуда у Мурата появился синяк под глазом. And here's one of the most popular people in Nashville, Tennessee, and his name is Khabib Nurmagomedov. Bruce Buffer did very well with that. Орел, красавец. Он историю сделал, он показал сегодня. Машке, что у тебя с глазом случилось? С глазом это. Так просто. Спросите у него. Честно говоря, не хотел здесь. Кто из вас выступал? Настраивался на лампах и походу переусердствовал. Попал здесь. Извини, брат. С виду все идеально, но через 5 месяцев Хабиб выйдет на свой второй бой в UFC уже без Кештова в углу. Мы вот готовились на Тибау как раз. Как сегодня помню, он, я, Азамат Гашимов сидели в Клифтон, тут недалеко есть, в ресторанчике в одном. И, к сожалению, какой-то конфликт у нас был. Мы проходили через какой-то конфликт. И как раз получилось, что мы бой этот выиграли в UFC. И смотрю, вот столько потенциала у Хабиба продвигаться. И он, вот этот конфликт оказался вмешанный. Вы могли подумать, что конфликт был у Кештова и Хабиба, но нет, Мурат имеет в виду свои деловые отношения с тогдашним менеджером Хабиба, Сэмом Карданом, которого до переезда в США звали Шамиль Карданов. Скоро будет уже 7 лет, как это случилось, а Мурат до сих пор не называет Кардана по имени. Прошло 6,5 лет. Расскажите, из-за чего вот вы разошлись? Вы даже не называете по имени человека Шамилем. Ну, как сказать, я просто не хочу, вот, все негативное хочется оставлять и не затрагивать, конечно, эту тему. И, как говорится, не хочу быть знаменитым на каком-то негативе, понимаешь, да? И не хочется все это, как бы прошло это, забыли, и хочется забыть и уйти далеко от этого. Но одну вещь скажу, вот в то время K-Dojo была как менеджер этих всех ребят, Хабиб, Адлан. И мы начали сотрудничество с Майк Константино. То есть, и все. И, то есть мы проценты получали за менеджерство и тренерское. Должны были получать. Конфликт в том, что, оказывается, там много чего получилось, что мы даже ничего не получали. Ну, короче, это долгая история, не хочется затрагивать всю эту тему, но... Если закрыть, то вы должны были что-то получить с его гонораров и из других гонораров, но не получали? Не получали. Так и получилось. Не желая раздувать скандал, Кештов добровольно ушел в сторону, а перед этим договорился о том, чтобы Хабиба приняли в зале АК. Именно за него больше я переживал, честно скажу. Он все надеялся, всю эту положил свою карьеру у меня в руки, а я как бы здесь какую-то проблему ему создаю. Не хотелось вот этого. И я позвонил на Strikeforce, когда я секундировал Адлана Амага, познакомился King Mo, Мухаммед Лавал, да. И я говорю, слушай, какой-то кемп посоветуешь, где можно... Парень, говорю, выиграл UFC только что, у него потенциал огромный. Он говорит, давай я АК, как раз он связи держал, я лично там не бывал с Хавьером. Он говорит, я поговорю с Хавьером, перезвоню. Буквально час мы сидели там, пока перезвонил. Говорит, пусть едет, все нормально, примут его, все, не беспокойся, не переживай. И вот так получилось, отправили его туда. Что я хочу сказать, то есть это моя инициатива была, не его. И он об этом упоминал, кстати, что это вы строили. Да, и не то, что там он использовал меня как-то и убежал какую-то. Нет, он как по-мужски все сделал. Кроме этого, он всегда связь поддерживал со мной. То есть мы общались, звонили, переписывались, даже подарки мне присылал. Вот у меня как бы к нему лично всегда в глубине души это уважение было и останется и будет. Пару лет назад он
лично приехал ко мне в зал, отблагодарил меня, вот как мужчина приехал, отблагодарил с уважением. В сентябре 2014 года, через 2 месяца после тяжелой травмы колена, Хабиб Нурмагомедов закончил работу с Сэмом Карданом и стал сотрудничать с Али Абделязизом и Ризваном Магомедовым. В то же время Хабиб предпринял попытку помирить Кештова и Кардана, но Мурат ответил принципиальным отказом. Это нет красивый день. Нет, не очень. Пасмурный день на улице. Когда последний раз разговаривали? Он сейчас занятой человек. Последний раз я с ним случайно, у меня парень здесь приезжал, Павел Кош, на неделю где-то, чисто акклиматизация. Его менеджер позвонил, попросил, парень, есть Павел Кош, PFL выступать в Атлантик-Сити. Я как бы помог ему чуть акклиматизацию пройти, и он выступал в Атлантик-Сити, прямо здесь 3 часа на юг от нас. Туда приехал, и я тренируюсь в зале, и смотрю, на дорожке кто-то бегает. Мы одни, я и он только. Смотрю, капюшон был, и Хабиб, оказывается. Я удивился, давно не видел, рад был, конечно. Я не перебил его тренировку, он дал ему закончить свои тренировки, и потом посидели, пообщались, поговорили. Очень было приятно видеть его. Совсем недавно? Совсем недавно, месяц, может, перед его боем. Летом, в августе, по-моему, это было. 3 месяца назад. Павел Кош его брата задушил, по-моему, не в этот день. Не в этот? Да, не этот турнир. Как раз, когда виделся с Хабибом, недавно, месяц 2 назад, и он сам лично мне говорит: Мурат, говорит, если бы не эта ситуация, у тебя, говорит, сейчас была самая лучшая команда в мире. А теперь коротко о том, чем занимаются те, кто был упомянут в этом видео. Хабиб Нурмагомедов владеет поясом UFC и жмет руки все новым президентам. Камал Шаларус проиграл Рафаэлю Дос Аньосу и был уволен из UFC. Не так давно он получил гражданство США, начал тренировать и занялся недвижимостью. Его компания покупает дома, вкладывается в их ремонт и перепродает. Также в 41 год Шаларус остается бойцом на контракте с One FC, где выиграл 2 из последних 4 боев. Грей Мейнард, у которого Хабибом был подсмотрен финт, показал проход, ударил. 6 октября дрался во 2-м бою турнира Нурмагомедов-Макгрегор и был отправлен в нокаут, когда T-Mobile Arena была еще полупустой. Это его 6-е поражение в 8 последних боях. Крис Моркрафт, который так старательно выговаривал русские слова, проиграл свой бой Пэту Берри на том турнире, где дебютировал Хабиб, получил бонус за лучший бой вечера и был немедленно уволен из UFC. Крис провел еще один бой и завершил карьеру в 27 лет, сейчас ему 32. Он набрал еще больше веса и играет на гитаре. Сэм Кардан после ухода Хабиба и решения Адлана Амагова завершить карьеру резко снизил свою активность в ММА. Последний раз я видел Кардана уже больше года назад в трансляции турнира UFC, где он вместе с Амаговым секундировал Александру Албу. А Мурат Кештов совсем недавно перевез Кейдоджо в новое помещение и хочет развивать свой зал. Под эту цель куплено больше гектара земли в Фейерфилде. По плану Кештова однажды там будет построена новая база Кейдоджо. А вы арендуете? Не, мы купили это. И как бы даже в будущем планируем что-то построить здесь. Чтобы построить зал здесь. И летний, и внутренний зал обычный, чтобы был все вместе. И также где общежитие и столовые, все такое, где ребята когда на кемп едут, имели место, где будут жить. Ясно. А сколько стоит купить? Сколько гектар здесь? Это 3 acres. По-моему, 1 гектар это. Которые хозяева, бывшие здесь, они на пенсию уехали, в другой штат далеко уехали отсюда. И очень за хорошую цену продали нам. Не скажете, за какую? Короче, хотели... на рынок выставили $700 000, и получилось, что мы взяли $290 000. Больше, чем 50%. Вообще, повезло. Много ремонта надо сделать. Много чего надо починить здесь все. Но в теории в будущем это прям база ваша, да? База хотим построить полностью
Зал, общежитие, столовые и на улице, чтобы зал был. Тренировались на улице, на свежем воздухе. И вдаль это тоже ваше? Вдаль это все наше до конца. На этом все. На машине времени в 2012 год вас прокатил Александр Лютиков. Возможно, вам было интересно. Если так, подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Анонсы новых серий также появляются в моем инстаграме. И переходите по ссылке в описании, там вам объяснят, как получить эксклюзивную футболку, посвященную бою Хабиба и Конора. Так что... Да, здесь, наверное, с Хабибом неуютно находиться. Точно с Хабибом неуютно будет.